Представь, что ты превращаешь одну простую комнату у себя дома в мини-фабрику премиум уровня и начинаешь зарабатывать тысячи долларов каждый месяц. Сегодня я покажу тебе 10 продуктов, которые ты можешь производить сам с помощью компактных станков, которые легко импортировать и у которых огромный потенциал прибыли. Итак, продукт номер 1 – люксовое мыло ручной работы. Один из самых прибыльных вариантов в сфере handmade – это премиальное мыло. Ключ к профессиональному производству здесь не только рецептура, но и оборудование, смеситель-блендер и специальная машина для формовки мыла. Эти машины позволяют равномерно смешивать масла, баттеры и натуральные эссенции, чтобы каждая плитка получалась с идеальной текстурой, ароматом и внешним видом. Ты можешь делать мыло с ароматами лаванды, кофе или эвкалипта и создавать уникальные дизайны, превращая каждую штуку в продукт класса люкс. Мировой рынок натуральной косметики превышает 10 миллиардов долларов и продолжает расти, потому что все больше покупателей ищут натуральные продукты без агрессивной химии и с красивой эксклюзивной подачей. Себестоимость одного кусочка мыла весом 100 граммов, включая ингредиенты и упаковку, обычно находится в диапазоне от 80 центов до $1, а продается такое мыло на рынке примерно за 5-7 долларов, что дает очень высокую маржинальность. Сам процесс с этими машинами простой. Смеситель-блендер соединяет мыльную основу с эфирными маслами, натуральными красителями и добавками-скрабами. Затем формовочная машина придает мылу конечную форму и делает персонализированный дизайн. После этого мыло выдерживается, чтобы набрать плотность и правильную текстуру. И в конце упаковка уже под твой бренд и твою подачу. Это бизнес, который можно начать дома с небольших партий, а масштабируется он очень легко. Достаточно более мощного промышленного миксера, и ты уже производишь сотни или даже тысячи единиц в неделю. Продавать можно и офлайн, и онлайн. Продукт номер 2 – премиальные ароматические свечи. Премиальные свечи – это сочетание эстетики, атмосферы и ощущения заботы о себе. И именно поэтому это товар с отличным потенциалом прибыли. Ключевая машина здесь – плавитель воска с цифровым контролем температуры. Он позволяет нагревать и удерживать идеальную температуру для работы с разными видами воска – соевым, парафиновым или пчелиным. И самое важное – обеспечивает ровную поверхность и красивый финиш без дефектов. С этим оборудованием ты можешь делать стабильные партии свечей, добавляя эксклюзивные ароматы, красители и декор, так чтобы каждая свеча выглядела как уникальная вещь. Рынок товаров для дома и ароматерапии постоянно растет, его подталкивает спрос на премиальные продукты для расслабления, медитации и декора. Себестоимость свечи весом 200 граммов вместе с воском, ароматом, фитилем и емкостью обычно от $1.50 до $2, а продается такая свеча за 10-15 долларов, что дает очень высокую маржинальность. Сам процесс тоже простой. Воск плавится и смешивается с выбранным ароматом. При желании добавляется краситель. Затем смесь разливается в стеклянные, керамические или металлические контейнеры. Фитиль фиксируется строго по центру, и после этого свеча охлаждается до полного застывания, чтобы получился плотный, ровный и дорогой финиш. Этот бизнес легко кастомизируется и идеально подходит под сезонные коллекции – Рождество, День Святого Валентина, День Матери и любые другие даты. Продавать можно и офлайн, и онлайн. Ореховые пасты и кремы. Ореховые пасты – один из самых прибыльных продуктов в нише здорового питания. Главная машина здесь – мощная мельница Гриндер, которая перерабатывает арахис, миндаль, грецкие орехи и другие виды орехов до кремовой однородной текстуры. И при этом тебе не нужно добавлять консерванты или искусственные масла. Этот продукт находится на вершине трендов, потому что все больше людей выбирают натуральные источники белка и полезных жиров. Рынок функционального питания и полезных перекусов двигает миллиарды долларов по всему миру и продолжает расти. Себестоимость банки объемом 250 граммов примерно $2, а продается такая банка обычно 8-10 долларов, что тоже дает очень высокую прибыль на единицу. Процесс выглядит так. Орехи можно слегка обжарить, чтобы усилить вкус и улучшить текстуру. Потом они засыпаются в загрузочный бункер гриндера, где измельчаются и эмульгируются до состояния гладкого крема.
И дальше паста фасуется в стеклянные или пластиковые банки с герметичными крышками и маркируется твоим брендом. Плюс в том, что это очень гибкий бизнес. Ты можешь делать варианты – классическую, с медом, с какао, с повышенным белком или миксы из разных орехов. Продавать можно в розницу на рынках или оптом в эко-магазины, кофейни и супермаркеты. Свежая ремесленная паста. Свежая паста – это продукт, который сочетает традиции, вкус и отличную окупаемость. Чтобы производить ее профессионально, нужны две ключевые машины. Тестомес, который делает массу однородной и хорошо увлажненной, и резак-формовщик пасты, который задает точную форму – фетучини, спагетти, лазанья или равиоли. С этим оборудованием ты получаешь стабильные партии с правильной толщиной и текстурой, то, чего вручную добиться сложно. Рынок свежей премиальной пасты востребован круглый год, особенно в ресторанах, отелях и гастромагазинах, где люди готовы платить больше за качество и свежесть. Себестоимость 1 килограмма свежей пасты, включая ингредиенты и упаковку, обычно от $1.50 до $2, а цена продажи от $6 до $10, в зависимости от подачи и аудитории. Процесс простой. Тестомес смешивает муку, воду, яйца и дрожжи до идеальной массы. Потом резак-формовщик делает нужный формат, дальше паста вакуумируется или запаяется в лотки, чтобы сохранить свежесть. Этот бизнес тоже легко масштабируется, и ты можешь расширять линейку, делать пасту с начинкой, цельнозерновую или безглютеновую. Продукт номер 5. Гурманские джемы и варенье. Гурманские джемы – это отличная возможность начать дома с продуктом, который хорошо продается и дает отличную маржу. Здесь важны две машины. Варочный котел-миксер с контролем температуры, он равномерно проваривает фрукты, сохраняя вкус и полезные свойства, и автоматический дозатор-наполнитель, который гигиенично и быстро наполняет и закрывает банки. Такие продукты прекрасно идут на местных рынках, гастромагазинах и онлайн-площадках, особенно если ты предлагаешь необычные сочетания – манго с имбирем, красные ягоды с вином, ананас с корицей. Себестоимость банки 250 граммов обычно от $1 до $1,5, а в периоды подарочного спроса на праздники такая баночка может продаваться вплоть до 5 раз дороже. Процесс выглядит так. Фрукты отбираются и моются, нарезаются и отправляются в варочный котел вместе с сахаром и специями. Смесь варится до нужной густоты и текстуры. Дальше переходят на машину наполнения, где банки наполняются и герметично закрываются. И в конце этикетка и упаковка с дизайном, который подчеркивает премиальность. На таком продукте очень легко выделиться за счет вкусов и красивой упаковки. Продукт номер 6. Ремесленный хлеб и выпечка. Хлеб и выпечка ручной работы – это постоянный спрос, потому что люди хотят качества, свежесть и настоящий вкус. Чтобы делать это профессионально из дома, нужны две основные машины. Тестомес, гарантирующий однородное хорошо вымешанное тесто, и компактная профессиональная печь, которая обеспечивает равномерную и контролируемую выпечку. С таким набором ты можешь делать много разных изделий. Цельнозерновой хлеб, безглютеновый, на закваске, круассаны, багеты, булочки. Рынок ремесленной выпечки высоко ценится в кофейнях, отелях и гастромагазинах, где готовы платить больше за свежие качественные изделия. Себестоимость одного хлеба весом 500 граммов обычно от $1 до $1,5, в зависимости от ингредиентов. А продается он легко за $4–6, а изделия с начинкой или авторские рецепты могут стоить еще дороже. Процесс понятный. Тестомес смешивает муку, воду, дрожжи и другие ингредиенты. Потом тесто ферментируется нужное время и после этого выпекается в компактной печи, чтобы получилась золотистая корочка и правильная текстура. Масштабирование тоже логичное. Сначала работаешь на местных клиентах, потом выходишь на кафе, рестораны и онлайн-продажи. Продукт номер 7 – крафтовое пиво. Крафтовое пиво – рынок, который постоянно растет и приносит миллионы долларов по всему миру. Чтобы делать его профессионально дома, нужны ферментационный комплект и машина для разлива. Такое оборудование позволяет контролировать все стадии и получать стабильное качество. Ты можешь варить разные стили – IPA, стаут, лагер или сезонные сорта, настраивая вкус, цвет и аромат, чтобы выделяться на требовательном рынке. Привлекательность крафта в уникальных рецептах, отборных ингредиентах и сильном брендинге, который цепляет аудиторию.
Себестоимость 1 литра крафтового пива обычно от 1 до $1,5, а цена продажи в бутылках или банках от $5 до $8 за литр и даже выше в премиальных или лимитированных сериях. Процесс включает кипячение сусла, добавление хмеля, контролируемую ферментацию в течение нескольких дней, созревание и затем разлив и герметизацию на машине для разлива. Это бизнес, который работает и на поставки в бары и рестораны, и на продаже на ярмарках, мероприятиях и напрямую конечному покупателю. Продукт номер 8. Премиальный греческий йогурт. Греческий йогурт премиум-класса – полезный продукт с высокой воспринимаемой ценностью. Он отлично заходит в фитнес и гастросегменты. Для профессионального производства нужны 3 машины: пастеризатор, который обеспечивает безопасность и качество молока, инкубатор, который контролирует ферментацию, чтобы получить правильную густоту и кислотность, и машина для фасовки, которая делает упаковку быстрой и точной. Это оборудование дает однородный кремовый продукт с высоким содержанием белка, который можно выпускать в разных вкусах и форматах. Себестоимость одного контейнера 200 грамм может быть меньше $1, а на рынке он продается за $3-4, то есть прибыль с единицы увеличивается в несколько раз. Процесс такой: молоко пастеризуется, добавляются закваски, затем масса ферментируется в инкубаторе нужное время. После этого йогурт процеживается, чтобы получить характерную густую консистенцию, и далее фасуется на машине для наполнения, сохраняя гигиену и профессиональный вид. Этот бизнес легко расширяется. Можно делать безлактозные версии, смеси с фруктами или варианты с дополнительным белком. Продукт номер 9. Шоколадные конфеты ручной работы с начинкой. Конфеты с начинкой – это эстетика, вкус и эксклюзивность, поэтому это очень прибыльная сладкая нича. Основная машина здесь – это темперирующая машина для шоколада. Она контролирует температуру, чтобы добиться идеального блеска, сладкой текстуры и характерного хруста при ломке. Плюс формы, которые дают возможность создавать уникальные дизайны. С этим оборудованием ты можешь делать конфеты с кремовыми начинками, орехами, ликером или авторскими вкусами под особые поводы. Себестоимость коробки премиальных шоколадных конфет может быть примерно $3-4. А цена продажи легко превышает $15, особенно в сезоны вроде Дня Святого Валентина, Рождества или Дня Матери. Процесс включает плавление и темперирование шоколада, заливку в формы, добавление начинки и закрытие финальным слоем. После охлаждения конфеты извлекаются и упаковываются в красивую премиальную коробку, которая усиливает ощущение дорогого продукта. У этого бизнеса огромный потенциал кастомизации и корпоративных продаж. Продукт номер 10. Твердая натуральная косметика. Твердая натуральная косметика – глобальный тренд, который растет благодаря движению Zero Waste и интересу к продуктам без пластика. Чтобы производить ее профессионально, тебе нужен миксер, который смешивает ингредиенты, масла, баттеры, эфирные масла и натуральные активы, и пресс-машина, которая придает конечную форму твердым шампуням, кондиционерам и бальзамам. С этими машинами ты получаешь компактные, долговечные и удобные в перевозке продукты, которые не требуют пластиковой упаковки и высоко ценятся осознанными покупателями. Себестоимость одного твердого шампуня, например, может быть от $1 до $1,5, а продается он обычно за $6-10, в зависимости от формулы и экологичной упаковки. Процесс такой: ингредиенты взвешиваются и смешиваются в миксере до однородной массы. Потом масса прессуется в формы нужной формы, затем изделие сушится и дальше упаковывается в переработанный картон или биоразлагаемые обертки. Этот бизнес выигрывает от растущего мирового спроса на эко-косметику, и его легко отправлять на экспорт из-за небольшого размера и малого веса. Как видишь, тебе не нужна большая фабрика, чтобы запустить премиальный бизнес. Тебе нужна идея, правильные машины и продукт, который люди реально хотят покупать. С этими 10 вариантами ты можешь начать прямо у себя дома и получать настоящий доход, а со временем масштабировать производство. Поставь лайк этому видео, напиши в комментариях, какой из этих продуктов ты бы хотел производить, и подпишись на канал, если хочешь больше прибыльных бизнес-идей, которые реально можно запустить с нуля. Ребят, всем привет! Меня зовут Иван, и со мной вы можете легко заказать любой товар оптом из Китая, напрямую от производителя, без переплат и посредников. Если нужно оборудование для производства или товар для перепродажи, напишите просто мне. Просто присылаете мне запрос или фото, и я найду поставщика, уточню цену, проверю товар и организую полностью доставку.
Все под ключ, от поиска до логистики. Отдельно работаем с пищевыми и не пищевым промышленным оборудованием. Сканируйте вот этот вот QR-код и оставляйте заявку, обсудим ваш заказ лично. Пока!